Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать про два удобрения, которые помогают стимулировать рост листовой массы. Обратите внимание на количество листов и какие они большие. Все это благодаря удобрениям, которые вносятся в почву. Сразу хочу добавить, что это такие удобрения, которые очень влияют именно на рост листовой массы и тем самым не дают стимулировать рост образования цветоносов. Поэтому, если вы будете использовать эти удобрения, то это пойдет во вред именно цветению. Зачем эти удобрения используют? Для того, чтобы нарастить как можно больше листов, как можно больше листовой массы, чтобы было из чего черенковать, чтобы кустик получился пышный и красивый. Поэтому, собственно, и используют эти удобрения. Удобрения все, можно сказать, натуральные, очень дешевые, простые. Я не рекомендую их использовать никогда вместе. Удобрения долгоиграющие. И, то есть, если вы раз полили, то оно будет действовать в течение 2 недель. То есть, вы эффект заметите на протяжении 2 недель. Цветок начнет активно расти и набирать листовую массу. Ну, вот такую вот большую. Берем литровую баночку или бутылку, наливаем в нее обязательно отстойную воду. Всегда используйте отстойную воду. Первое удобрение – это сахар. Ну, вот так вот банально, как ни звучит. 1 столовая ложка на 1 литр воды. Хорошо перемешиваем. Обязательно. Не бойтесь никаких муравьев, никаких мошек, ничего от этого не появляется. По крайней мере, я вот использую, но я не часто использую такие удобрения, потому что его достаточно внести 1 раз, например, в месяц, и у вас уже будет конь через месяц. Поэтому возьмем череночки, такие большие кусты, которые вы видели в начале. Я не поливаю никогда такими удобрениями. Обязательно черенок должен быть с хорошей корневой. Если не будет корневой, никакого эффекта у вас не будет. Первое правило хорошей листовой массы – это активная корневая система. Есть корневая и есть что стимулировать у растения. То есть у нас обязательно должна быть корневая. Берем грушу или поливаем из бутылки, как вам удобно, и вносим в почву удобрения. Как я уже говорила, такое удобрение достаточно вносить 1 раз в 2 недели, не чаще. Вот. Я иногда, чтобы гнать зеленую массу для черенкования, чередую удобрения. Так, второе удобрение. Это чистый азот, нашатырный спирт. Всем вам, наверное, известное средство аммиак. Его можно купить в аптеке, можно купить в садовом магазине. Вот эту большую бутылку я брала в Fix Price. Еще летом я его активно использую в огороде, данное средство. И нам понадобится всего 2 мл на литр воды. Именно для пеларгонии используем такое количество. Не переборщите, средство очень мощное. Если налить намного больше, например, кто-то советует столовую ложку целую на литр воды, не делайте так, сожгете корни. Обязательно 2 мл. Вот видите, у меня получилось практически пол столовой ложки данного средства. И наливаем в литровую баночку. Я советую зажать нос, когда вы будете открывать аммиак или нашатырный спирт. Запах очень резкий, голова тут же кружится от него. Поэтому не вдыхаем, наливаем тут же бутылку закрываем. И все хорошо перемешиваем. И я стимулирую, как правило, 1 раз в месяц все черенки данным удобрением, чтобы листовая масса хорошо росла. Удобрение тоже долгоиграющее. Чистый азот работает в течение 2 недель. Если вам нужна еще будет листва, ну вот мышь пышная и много листвы, можете использовать через каждые 2 недели. Опять же говорю, что это будет делаться в ущерб цветению. То есть, если вы постоянно будете подкармливать его сахаром или нашатырным спиртом, у вас не будет цветов, либо их будет очень мало и не будет нормального пышного цветения. Все эти удобрения заточены на то, чтобы растение жировало, вот прям реально жировало. Вы даже увидите, если вы переборщите с азотистыми удобрениями,
Хотя сахар это не азот, но на самом деле он работает также, ну, на примере азота, то есть стимулирует листовую массу, идет активное жирование. Вы еще даже заметите, если будет перебор в азоте, то ствол начнет утолщаться, листья огромными просто становятся, не по сорту. Поэтому обязательно используйте это удобрение. Примерно раз в месяц я советую это делать и чередовать с удобрением универсальным с ровной формулы НПК. Например, первую неделю вы внесли сахар или нашатырный спирт, вторую неделю вы внесли универсальное удобрение с НПК, например, 18-18-18, и на третью неделю опять повторили с азотом. Это поможет сбалансировать недостаток нужных веществ, например, элементов, таких как фосфор, калий, который тоже нужен растению при наборе листовой массы. И когда у вас начнут закладываться бутоны, когда у вас появятся уже бутоны, убираем вообще все, что связано с азотом. Это сахар, аммиак, мед, что вы там не использовали для наращивания листовой массы. Поэтому упор делаем чисто вот на цветение. Если вам надо сохранить цветение, то даже универсальное удобрение порой убираю и оставляю монокалий, фосфат чистый и вношу каждые 2 недели. Потому что если во время цветения гнать листовую массу, то цветение будет таким вот слабеньким, неэффектным, неинтересным. Поэтому весь акцент делаем. Либо у вас листовая масса вам нужна, либо вам нужно цветение. То есть и делаем упор вот на удобрениях. Если вы хотите, чтобы ваш черенок рос активно и зеленел, то используем сахар или аммиак, нашатырный спирт. А если вы хотите, чтобы у вас растение постоянно цвело, то обязательно поливаем его монокалием фосфат. Вот основное правило, которое заточено на набор массы и на набор цветения. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всегда с вами Елена. Всем пока-пока. Будут вопросы, задавайте в комментариях. Всегда вам рада буду ответить.